Германия готовится к войне. Что Украина будет делать с новыми территориями? Байден говорит, что сам не хотел, но его попросили. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. А был ли беспилотник? Министерство иностранных дел Беларуси сделало заявление. Решительно осуждаем действия украинских военных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе. Кадыровцы говорят о том, что операция, которую готовили штабы НАТО, провалилась. Крутые ребята, достаточно такие экипированные, серьезные. Я так понял, что это иностранцы были частью своей. Партия сторонников Лукашенко определилась с тем, кого будет поддерживать дальше. Наше объединение – это сила, которая защищает национальные интересы Республики Беларусь как внутри, так и на внешнем контуре. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» не забывайте, так вы можете нас поддержать. Поехали! Германия должна быть готова к войне в течение 5 лет. Об этом говорит командир регионального командования Гамбург. Он говорит, что жители Германии пока даже не думают о войне и не готовы пока еще к восприятию внешней угрозы. Но он, как солдат, видит предпосылки к конфликту. Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через 5 лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе. ГИС говорит, что Германия является страной развертывания натовских вооруженных сил в потенциальном конфликте на Востоке, поэтому и Бундесвер, и жители страны, и критическая инфраструктура должны быть готовы. Необходимо отметить, что это не первый прогноз начала войны в Европе, но показательный, ведь чаще всего такие заявления звучат именно из Германии, немногим реже из Польши. Мы поговорили с военным аналитиком Иваном Ступаком о том, реально ли такое вторжение, именно такой конфликт. Срок планирования. То есть срок планирования, срок инвестиций бюджетных денег, это планы производства, планы постройки новых объектов производственных, набор людей. То есть 5 лет, не просто же сказать, вот Россия на нас нападет, а когда? Через лет 20. Да и что, мы вкладываться не будем. Поэтому, я думаю, скорее всего, это звучит следующим образом. Просматривается вероятность вторжения Российской Федерации, но чтобы убедить политиков профинансировать бюджетные расходы, ставится срок 5 лет. То есть не на то, что на 25 год, нет, а нужно до 2030 года. И тогда, к 2030 году, немецкая оборонка будет готова к любым неожиданностям, потому что последние 20 плюс лет, снова немецкая оборонка, она, наоборот, уменьшалась. Потому что врага общего нету, что там Иран где-то далеко, наоборот, зеленая энергетика, гендерное равенство, это было в приоритете, экология, экотехнологии, зеленые технологии, это все здорово. А война, что война, зачем она нужна? Сейчас наоборот, вкладываться в войну, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Поэтому 5 лет это тот термин, который устраивает военных, за который они смогут переоснаститься. Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что оно против атак на гражданское население, мирные села и города. Наверное, речь идет о Буче или Мариуполе, или в крайнем случае о Броварах в Киевской области. С огромной тревогой и болью воспринимаем события, произошедшие в последние дни в Курской области Российской Федерации. Решительно осуждаем действия украинских военных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе. Для нас неприемлемы атаки на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора. К слову, мониторинговая группа определила, что беспилотников на территорию Беларуси, по меньшей мере украинских, не прилетало. А соответственно, бравое белорусское ПВО их не сбивало, а значит и нарушения воздушного пространства тоже не было. Украине нужно решать, как поступить с территорией, которую они удерживают в Курской области. Об этом пишет издание The Hill, которое цитирует научного сотрудника Гуверовского института Стэнфордского университета. Он считает, что Украина дождется, пока россияне перекинут свои подразделения в Курскую область с линии фронта на Донбассе и затем выйдет из области. Теперь они должны двигаться, а россияне с этим плохо справляются. Они плохо справляются с логистикой. Это был блестящий шаг Украины.
Они уже достигли огромного успеха, заставив Россию переместить свои войска, продемонстрировав, что Россия беззащитна на других участках. Это огромный удар по престижу Путина. Россия отправляет подкрепления, например, танки, в зону контртеррористической операции. Надеется, что удастся отбить украинское наступление. А мы спросили у военного аналитика Ивана Ступака о том, как Украина может использовать территорию, которую взяла под контроль. Мы уже видим перемещение российских войск с других направлений. Покровск, Херсонское направление, Харьковское направление. В Харьковское направление было заявлено порядка 2000 людей личного состава российской армии, которые уже перебрасываются в направлении Курска. Танковые роты, саперы, БПЛА и так далее, там, подразделения обеспечения, то есть они уже перебрасываются. То есть в любом случае Российская Федерация хочет купировать украинское продвижение. Первое — остановить, второе — выбить со своей территории. Украина будет пытаться держать столько, сколько это возможно, до начала мирных переговоров, чтобы потом выставить на торги. В крайнем случае, если не удастся, будет постепенно уменьшать свое присутствие в Курской области, постепенно отступая, но при этом нанося России большой-большой ущерб. Тяжелее было бы организовывать снабжение, обеспечение, переброску, больше потерь. И плюс, конечно, это имиджевые потери, это репутационные потери, психологические, что люди, беженцы, война, что это в надежде, что это хоть как-то может повлиять на мировоздание, мировидение российских простых граждан, и они хоть как-то или что-то начнут делать. А тем временем российской армии удалось предупредить какой-то теракт на Курском направлении. Об этом заявил глава кадыровцев Апти Алаудинов. Говорит, готовился теракт на уровне начальников штабов НАТО, не меньше. И вообще всех элитных бойцов со всего мира бросили на штурм Курской области. Крутые ребята, достаточно такие экипированные, серьезные. Я так понял, что это иностранцы были частью своей. Значит, оружие М-16, все такое прям крутя. Как-никак мы-то не выбираем, кто из них по национальности является кем. Да, он еще на других участках потихоньку пытается пролезть. Да, у него это где-то получается. Он заскакивает куда-то, где-то делает фотки, видеоролики, уходит, где-то его выбивают, уничтожают. Но эта работа, она идет. То есть получается, что террористический акт, который был подготовлен на уровне начальников штабов НАТО, блока НАТО, значит, и непосредственно под контролем Америки и Англии, так называемый блицкриг просроченного Зеленского, я могу констатировать, что уже не удался. Да, нам теперь придется их потихоньку уже останавливать и на других участках, уничтожать, и, понятное дело, и возвращать границу на место. То есть россияне говорят о якобы остановке продвижения вооруженных сил вторжения. Без 5 минут кандидат в президенты США Камала Харрис опережает своего оппонента Дональда Трампа в 3 ключевых штатах, по данным опроса, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем. Если бы выборы состоялись сегодня, такой вопрос задавали американцам, то Харрис получила бы 50% поддержки против 46% у Трампа. Это значительное улучшение по сравнению с показателями президента Джо Байдена. Харрис остается впереди на 5% в Мичигане, на 2% в Пенсильвании и на 6% в Висконсине. Рост популярности Камалы Харрис отмечается в каждом штате, а вот Дональд Трамп падает, и основной причиной избиратели называют то, что Трамп введет изменения, которые будут очень плохими или несколько плохими для страны. Таких 47%, а у Харрис таких 37%. В общенациональном опросе Ipsos демократка опережает республиканца с результатом 42 против 37%. 3 тура дебатов ждут еще кандидатов в президенты, поэтому результаты показательные, но не окончательные. А вот Джо Байден впервые прокомментировал свое решение покинуть предвыборную гонку каналу CBS. Посмотрите, все опросы показывали, что гонка шла ноздря в ноздрю, и мы бы довели ее до победного конца. Но случилось так, что ряд моих коллег-демократов в Палате представителей и Сенате решили, что я могу навредить им на выборах. Он говорит, что во время дебатов у него был просто тяжелый день, потому что он заболел. А так особых проблем со здоровьем у президента США нет.
Партия сторонников Александра Лукашенко после заявлений последнего про то, что нужно будет привыкать быть без него, определилась с тем, кого они будут поддерживать дальше. Оказалось, что это Александр Лукашенко. Наше объединение – это надежная опора президента. Наше объединение – это сила, которая защищает национальные интересы Республики Беларусь как внутри, так и на внешнем контуре. Потом он опять скажет, что не хотел, не собирался, но его попросили. В общем, сценарий не меняется. Мне остается напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, поэтому мы призываем вас не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться вместе с нами. Также призываем вас продолжать ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.